Привет, друзья! Вы часто спрашиваете нас, как происходит процесс покупки и регистрации машины в Чехии. Сегодня я вам об этом подробнее расскажу, и мы пройдемся сразу по двум сценариям. Первый – это постановка на учет на себя в Чехии для эксплуатации здесь, и второй – это вывоз машины из страны, то есть экспорт. Я также написал короткую инструкцию, которую я оставлю под этим видео, пожалуйста, пользуйтесь. Весь процесс он делится на два этапа. Первый – это оформление сделки с продавцом. Вы подписываете договор купли-продажи, и никуда не надо идти, никакого нотариуса для этого не требуется, просто подписанный договор, он имеет силу. Единственное, здесь хотелось бы отметить, что если вы машину вывозите, то очень часто на границах, именно границах уже наших стран, то есть Беларусь, Украина, будут спрашивать этот договор, и они хотят видеть какую-то печать на нем. То есть, если вы покупаете машину в салоне или на автобазаре, то они поставят свою печать, и таможенникам этого достаточно. Если же вы покупаете машину участника, то настоятельно вам рекомендую зайти с ним в любое отделение чешской почты и сделать заверение подписи продавца. То есть почта поставит печать о том, что подпись заверена. Этого хватает таможенникам, они будут вполне довольны. Для оформления просто в Чехии никакого заверения подписи не надо, подпись нормально действует, и в принципе для регистрации у вас никто договор купли-продажи спрашивать не будет. Второй этап – это передача денег за машину, и часто люди спрашивают, наличными или на счет оплачивать. Но здесь так заведено, что суммы, скажем так, относительно небольшие, приблизительно до 200 тысяч крон. Обычно люди оплачивают наличными. Суммы побольше уже переводят на счет. По закону вы имеете право оплачивать наличными до 10 тысяч евро, то есть в эквиваленте в кронах. Если же сумма превышает этот эквивалент, то вы не имеете права передавать наличными, и вы обязаны платить на счет. Когда продавец получает деньги, то есть они ему поступили на счет, либо он получил их от вас наличными, то происходит передача автомобиля. Сразу при передаче автомобиля вы должны заключить страховку уже на свое имя на этот автомобиль. Для этого не надо ехать в какую-то страховую, вы можете, но это не обязательно. Сейчас можно заключить страховку на расстоянии, достаточно своему страховщику послать фотографию техпаспорта и своего документа, он оформит договор, пошлет вам все на e-mail, и оплатите вы это все на счет страховой. На этом первый этап оформления сделки закончен, то есть вы оплатили, получили машину, ну и после этого оформили страховку. Далее вам надо сделать регистрацию, то есть смену владельца уже по документам. Первый шаг вы должны сделать evidenční kontrolu. Evidenční kontrola – это так называемая сверка автомобиля на соответствие документам. Происходит это на станциях техосмотра, то есть СТК. И делается это быстро, то есть вы загоняете машину, они сверяют ВИН-коды, сверяют какие-то еще несколько мелочей с документами и выдают бумагу о том, что машина соответствует. Стоит это от 400 до 500 крон по-разному. Далее с этой бумагой и всеми остальными вы едете оформлять уже смену владельца. Делается это в местах, называемых регистр вузидов. Их в Праге 4, и для оформления смены владельца вам потребуется несколько документов. Оба техпаспорта от машины, большой и маленький. Также вам понадобится присутствие старого и нового владельца, либо один из них, либо даже оба кому-то могут дать доверенность на оформление машины от своего имени. Единственное, на этой доверенности обязательно должна быть заверена его подпись. Далее вам понадобится зеленая карта от страховки, соответственно, бумага с evidenční kontrola о соответствии машины документам, 800 крон для регистрации в Чехии и 450 крон для регистрации на экспорт. Если же машина на экспорт, то также вам понадобятся номера с машины, которые вы сдадите и получите временные номера. Если же машина остается на чешской регистрации, то номера не меняются. Вы можете их поменять по своему желанию, но вы будете должны за это доплатить. Обычная практика такова, что номера остаются, и неважно, с какого вы региона. То есть, если даже вы машину купили в Брно, а живете в Праге, ну, будете ездить на брненских номерах,
либо за доплату поменяете номера на новые пражские. Ну и на месте необходимо будет заполнить бланк о смене регистрации, либо о снятии с учета на вывоз. Заполняете бланк, отдаете все документы, их проверяют, просят оплатить взнос 800 или 450 крон и делают регистрацию. На этом весь процесс закончен, машина оформлена на ваше имя, все готово. Хотелось бы еще добавить, что многие автобазары и автосалоны, они не дают документы на оформление вам самим, а также они не идут с вами. Они просят доверенность от вас и потом делают регистрацию сами за какую-то оплату и возвращают вам документы. Часто происходит так, что они отдают машину, но оставляют себе документы, делают регистрацию и потом посылают вам эти документы. Либо второй вариант, они оставляют и машину, и документы, делают регистрацию и потом отдают вам все вместе. Это абсолютно нормально. Если же это с частником происходит, то очень часто люди делают так, что встречаются уже на месте, где регистр ВОЗИДО и СТК рядом, и делают два этапа: и оформление сделки, передачу документов, передачу денег, передачу машины, а также регистрацию, все на одном месте в один день. Либо иногда продавцы дают доверенность, и покупатель может уже сам спокойно регистрировать машину. На этом, пожалуй, все. Процесс довольно простой. По времени, если без очередей, то занимает около часа. Если вы купили машину на базаре или в салоне, то, скорее всего, вы вообще этим сами не будете заниматься. Вы только дадите доверенность и оплатите эту услугу. И за вас все сделают. Абсолютно ничего сложного. Также хотелось бы очень важный момент добавить. Это тот, что для регистрации машины в Чехии вам необходима биометрическая карточка, действительная на данный момент. К сожалению, на вклеенные визы, даже если они долгосрочные, машины не регистрируют. Также часто нам задают вопрос, требуются ли родные числа для регистрации. Нет, уже давно не требуется, уже года полтора или два как. Если вы говорите, мне еще не дали родные числа, я его жду и пока не получил от Министерства внутренних дел, то вместо родного числа вам вписывают вашу дату рождения. Это абсолютно нормальная практика, мы постоянно так делаем. Когда вы делаете на экспорт оформление, то от покупателя, то есть от того, кто вывозит, не требуется никаких документов. Просто в бланке вы впишете имя, фамилию, адрес, включая город и страну, куда машина вывозится, дату рождения, а также там в бланке необходимо написать, на какой срок вы хотите получить временные номера. Максимальный срок временных номеров это 3 месяца, но этот срок обязан покрываться страховкой, которую вы покажете при регистрации. То есть, если вы хотите номера на 3 месяца, но при этом ваша страховка заканчивается через месяц, то вам номера дадут только на месяц. Страховка не покрывает, увы. Если у вас какие-то вопросы еще остались, пожалуйста, пишите в комментариях, либо пишите нам в личные сообщения, мы с удовольствием ответим. Если вам нужна наша ассистенция при регистрации машины на вывоз или в Чехии, пожалуйста, обращайтесь, мы постоянно этим занимаемся, мы знаем все детали, мы вам поможем.